Парк Гюльхане – это место, где история Стамбула буквально врастает корнями в землю. Когда-то здесь гуляли лишь османские султаны, обитатели дворца Топкапы, а воздухом, пропитанным ароматом тысячи роз, дышала вся империя. Именно в этих садах в 1839 году был зачитан знаменитый Гюльханейский указ, изменивший ход турецкой истории. Этот манифест дал официальный старт эпохи масштабной попытки европеизировать и спасти Османскую империю от распада. В 1909 году был свергнут султан Абдулхамид II, при котором дворцовский комплекс Топкапы и его сады оставались строго охраняемой и изолированной территорией. Пришедшие к власти стремились ликвидировать символы абсолютной власти султана и передать бывшие королевские привилегии народу. Открытие закрытого дворцовского сада в 1912 году стало мощным символическим жестом. Территория, куда на протяжении веков не мог ступить ни один обычный человек, превратилась в первый главный общественный парк города. Сегодня эти древние аллеи открыты для каждого. Высокие кроны деревьев создают прохладную тень даже в самый жаркий полдень, а из глубины парка доносится свежий бриз с Босфора. Коты в Турции – это не просто бродячие животные, а полноценные жители городов, обладающие особым общественным статусом. В исламе кошки считаются чистыми животными. Кошкам разрешено свободно входить в мечеть, где они часто спят на коврах, даже во время молитв. В парке Гюльхане регулярно проводят культурные, сезонные и общественные мероприятия. Весь апрель проходит Стамбульский фестиваль тюльпанов. Парк превращают в живую оранжерею. В Гюльхане высаживают более 2,5 миллиона луковиц, десятков разных сортов тюльпанов. Каждый год в парке Гюльхане проводят летние концерты под открытым небом с июня по сентябрь по выходным. Муниципалитет Стамбула и районные власти организуют акустические концерты турецкого фольклора и традиционных исполнителей. Сцены обычно устанавливают в зеленых зонах парка. В течение года здесь выставляют стенды с историческими фотографиями Стамбула, репродукциями турецких миниатюр и работой современных художников. По выходным в парке часто проводят детские мастер-классы, а также утренние занятия йогой и гимнастикой на лужайках. Парк Гюльхане находится у подножия дворца Топкапы и рядом с собором Святой Софии. Прогулка по парку дополнит знакомство с главными достопримечательностями султана Ахмета. Тенистые аллеи вековых платанов и ровные пешеходные дорожки, площадки для отдыха и спокойная атмосфера позволят передохнуть от шумного и многолюдного города. Это место подходит для неспешного знакомства с городом. В верхней части парка расположены традиционные чайные сады с панорамным видом на Босфор и Золотой Рог. Вход в парк абсолютно бесплатный в любое время года, что делает его одной из самых красивых и доступных локаций Стамбула. Название Гюльхане переводится с турецкого как «дом роз». Во время Османской империи на этой территории выращивали тысячи роз для производства розовой воды и масел для султанского двора. В северной части парка стоит колонна готов, 15-метровый монумент из проканевского мрамора 3-4 веков. Это один из самых древних сохранившихся римских монументов в Стамбуле. Стоя рядом с 1700-летней монолитной колонной, пережившей падение Римской и Османской империи, легко ощутить трепет перед масштабом истории и мимолетности времени. Просторные аллеи, свежий воздух со стороны Босфора и виды на залив располагают к размышлениям, творчеству и перезагрузке от суеты. Пройдя через весь Гюльхане, есть выход к набережной, где пролив Босфор встречается с заливом Золотой Рог и Мраморным морем. Оттуда открывается одна из самых известных панорам города. Вдоль берега установлены скамейки и зоны отдыха, где люди сидят с турецким чаем. В солнечный день вода здесь приобретает лазурный оттенок. Из-за постоянного движения пролива и смещения волн Мраморного моря с Босфором поверхностная гладь непрерывно играет бликами. С одной точки вы одновременно видите берега Европы и Азии, силуэты Принцевых островов на горизонте и величественный мост мучеников 15 июля. Крутые берега и сильное течение привлекают стамбульских рыбаков-любителей. Глядя на то, как местные жители ловят рыбу, пьют чай из термосов, а молодежь с азартом прыгает в воду, вы ощущаете настоящую нетуристическую жизнь Стамбула, свободную, шумную и невероятно живую. Тишина парка сменяется ритмом Стамбула, гудки пароходов, шум волн, ударяющийся о пристань, голоса людей, запах жареной кукурузы, каштанов и свежей рыбы. Морской бриз, бескрайняя гладь воды и открытый горизонт дают мгновенное ощущение свежести, свободы и второго дыхания. Несмотря на шум города неподалеку, ритмичный всплеск синих волн и прохладный морской бриз дают возможность перезагрузиться, замедлив шаги и просто понаблюдать за проплывающими
паромами. Ближе к вечеру небо над проливом окрашивается в персиковые и розовые тона, а на противоположном азиатском берегу в районе Üsküdar начинают зажигаться мягкие золотистые огни, отражающие в темнеющей воде. Это редкая локация, откуда одновременно видны три главные водные артерии Стамбула – Босфор, Золотой Рог и Мраморное море, а также Девичья башня и силуэт азиатской части. Благоприятное географическое расположение мыса делает его одной из лучших точек в городе для панорамных фотографий с мягким светом уходящего или встающего солнца. Для любителей музеев современного искусства рекомендуется обязательно посетить музей Истанбул Модерн, который расположен на набережной Каракөй на территории современного прибрежного комплекса Галата-Порт на берегу Босфора. Точное расположение смотрите в описании. На площади перед музеем регулярно устраиваются сезонные ярмарки, фестивали дизайна, маркеты турецких ремесленников и сувенирные павильоны. Инсталляции из ярких разноцветных зонтиков и искусственных цветов – популярный элемент декора в этом районе, создающий тень и привлекающий гостей для фотографий. В рамках открытия масштабного комплекса Галата-Порт Истамбул установлена скульптура «Стамбул. Город имен». Это массивный кольцевой монолит диаметром около 7 метров. Он собран из тысячи букв и слоев, образующие различные исторические названия, которые Стамбул носил на протяжении тысячи лет. Форма кольца символизирует бесконечность и цикличность. Слои и тысячи букв, из которых собрана скульптура, отражают то, как век за веком на берегах Босфора накладывались друг на друга разные цивилизации, языки и религии. Вокруг скульптуры и вдоль пешеходных улиц комплекса размещены бутики одежды, обуви и аксессуаров. Это одно из самых современных, ухоженных и эстетических мест Стамбула, где концепция арт-галереи под открытым небом соединяется с прибрежным отдыхом и премиальным шопингом. С открытой набережной шириной в 1,2 километра открывается свободный обзор на Босфор, пролив Золотой Рог и купола исторического полуострова. Каждый турист может отдохнуть на открытых террасах кафе с видом на проплывающие корабли и круизные лайнеры. Это место прекрасно и в яркий солнечный день, и в золотой час перед закатом, когда небо окрашивается в розово-оранжевые тона, и вечером, когда зажигаются огни города и мостов. Фотографии, сделанные здесь, обязательно украсят ваш семейный альбом.